Всем привет! Вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим обзор матча первого круга чемпионата мира 1971 года между сборными СССР и Чехословакией. По черно-белым экранам того времени было сложно различить хоккеистов команд, потому что сборная СССР играла в красном, а Чехословакия в синем. В составе Чехословакии были Холичек, Махач, Сухи, который играл в желтом шлеме, Поспишел, Мартинец, который играл в красном шлеме, Иржи Холик, Глинка, Бубла, Недоманский. В воротах сборной СССР был Коноваленко, а также в поле Харламов, Петров, Михайлов, Рагулин, Старшинов, Фирсов, Мальцев и другие. Кроме того, тренеры той команды были Аркадий Иванович Чернышов и Анатолий Владимирович Тарасов. Матч проходил в городе Берн. Подпишись, если помнишь те знаменитые схватки. Наши начали с места в карьер, и уже во второй смене Петров, Харламов и Михайлов выходят 3-2, но после передачи Петрова на пустые Харламову каким-то чудом Поспишел снял шайбу с крюка Валерия, и она оказалась под Холичиком. Харламов должен был забивать. Петров классно уходит от соперников и делает с неудобной передачу Михайлову, но Борис не попал в створ. Наши в меньшинстве, удалился Цыганков. Сухи за воротами в офисе Грецкий деловито перебирает шайбу и резко выскакивает перед воротами на штангу, но Коноваленко успевает переместиться. Сухи еще и добивает, но мимо. Продолжается чешское большинство. Недоманский находит передачи поперек Сухи, но Коноваленко браво! Какой же атакующий и резкий защитник Сухи! На исходе большинства чехов вновь проходит передача поперек. Черный снабдил пасом Новака, и тот в касание вонзил шайбу в ворота. 1-0. Трибуны ревут от восторга. Сухи отдает Недоманский, тот входит в нашу зону, бросает с неудобной, но Коноваленко на месте. Недоманский разгоняется из своей зоны, играет стенку с Панхартиком, зайдя в нашу зону, мощно бросает в ближний, Коноваленко эффектно отбил. Глинка борется за шайбу с Кузькиным. Потеряв равновесие, Глинка не потерял контроль над шайбой, и лежа он отдает пас Мартинцу под бросок. Мартинец наносит мощнейший бросок, но мимо. После вбрасывания в своей зоне Недоманский пулей улетает в контратаку, мощно бросает, но Коноваленко красавец. На 19-й минуте наши сравнивают счет, хотя чехи атаковали больше. Цыганков бросал издалека, шайба отлетела к Мартынюку, а тот в касание пробил Холичика. 1-1. Шайба попала в маску Холичику, а затем в ворота. Martinov 1-1 На этом первый период кончился. Чехи были поинтереснее, но счет 1-1. В перерыве по требованию оргкомитета чехословаки все-таки сменили свитера с синих на белые, в которых и должны были играть сразу из-за договоренности телевизионных компаний.
Так как большинство телевизоров в то время были черно-белыми, зрителям сложно было различать нашу красную и чехословацкую синюю формы. После ошибки наших в средней зоне чехи выходят 2 в 1, но Глинка не стал делиться шайбой и бросил в ближний сам. Трибуны взорвались, но шайба попала в сетку с внешней стороны. На 27-й минуте вбрасывание в зоне чехов. Сухи накрывает Харламова, и в очередной раз за матч Кохта и Недоманский убегают в молниеносную контратаку. Недоманский бросает, Коноваленко задевает шайбу, но она все равно попадает в ворота. 2-1, Недоманский хорош. Харламов убегает между двоих и выходит с Михайловым 2 в 1 Сухи, но Сухи в падении заблокировал бросок Харламова. Сухи летит в атаку впереди всех форвардов, отдает Ирже Холику, тот бросает, но Рагулин на пару с Коноваленко остановили шайбу. На 34-й минуте наши в большинстве. Фирсов, уже привычное ноу-хау Тарасова, даже в то время на реализацию лишнего выходит 4-м нападающим. Петров скидывает шайбу на синюю, и Фирсов поливает что из силы и прошивает Холичика. 2-2. У Петрова уже не единожды на шлеме приклеено что-то белым. Может, кто-то в курсе, что это? Birkhoff, also, der bei diesem Ausschluss mitbeteiligt war durch sein wunderbares Fliegen, hat jetzt auch noch den Ausgleich erzielt. Da war der Holicek jetzt eindeutig nicht auf dem Posten. После пропущенной шайбы Чехословакия устроила штурм наших ворот. Сначала Недоманский вывел на бросок Панхартика, но тот промахнулся. Затем сам Недоманский бросал опасно, но Коноваленко выручил. И Сухи вывел Кохту на бросок, но тот не попал по шайбе. У нас удалился Петров. Поспешил в большинстве выводит на убойную позицию Махача, но Махач не попал добром по шайбе. На последней минуте периода Ирже Холик смело пошел на 2 наших защитников. Коноваленко вышел из ворот, но Холик его опередил и в падении промахнулся по пустым воротам. Повезло. На этом второй период завершился. 2-2. На первой же минуте третьего периода Недоманский в сольном проходе обыграл 3 наших игроков, и Ромишевский нарушил правила. Und Ausschluss. 2 Minuten Ausschluss. Das war zu erwarten. Die Attacke auf Недоманский. Einstellen. 2 Minuten. Этим большинством чехословаки воспользовались через 15 секунд. Кохта от борта сильно прострелил на пятачок, а Ирже Холик классно подставил клюшку в касание и вывел Чехословакию вновь вперед. 3-2. Рагулин завозился с шайбой в своей зоне и еще и отдал пас на Черный, который убрал на неудобную и расстреливал ворота, но Коноваленко блестяще сыграл.
Тут же удаляется Поспишил. Петров выигрывает вбрасывание в чужой зоне. Харламов простреливает, шайба задевает Холичика и оказывается у Петрова, который уверенно реализовал большинство. 3-3. Eine Minute der Strafzeit von Pospischil ist vorbei. Tor! Das war das 3:3. Michailov, nehme ich an, oder wer war es? Ganz Sakai oder Petrov. Чехословаки летят в контратаку. Недоманский оставляет назад догоняющему Новаку. Тот мощно бросает, но мимо. Fehlschuss. После броска Сухи от синей шайба отскочила к Кохте, но он с упора не попал в ворота. В 1971 году, в середине третьего периода, команды менялись воротами. Мишаков подхватывает шайбу за чужими воротами, отдает Ромишевскому, и тот в касание бросает, попадая в штангу. Фирсов, не глядя в своей зоне, отдает пас в крюк Мартинцу, и тот с ползоны с замахом от ушей мощно бросает, а Коноваленко легко справляется. У чехов удаление, наши в большинстве забивают, но Михайлов клюшкой попадает по голове Холичику, шайбу не засчитали. Холичику долго оказывали помощь, он вернулся на поле под овацией. Nein, im Tor raus. Kein Tor. Erst im Torraum gestanden, zweitens mit der Hand. Das wäre zu schön gewesen für Michailov, aber kein Tor und Torhüter Holecek außerdem verletzt von Michailov. Und da kommt Torhüter Holecek wieder aufs Eis. Wir können nur wünschen, im Sinne des sportlichen Wertes dieses Spieles, dass er wieder voll fit ist und dass er weiterhin so großartige Abwehrleistungen bieten kann. Denn wenn auch das zweite Tor auf sein... Мальцев после вбрасывания бросает, шайба от борта вылетает на пятачок, и каким-то чудом Викулов не забивает. Холичик вылавливает эту шайбу. Фантастика! Und da stürzt sich jetzt alles drauf irgendwo. Наши продолжают атаковать. Михайлов лежа отдает передачу назад Давыдову, но Давыдов не попал в уже оставленные ворота Холичиком. Игра так и завершилась 3-3. Почему-то чехи очень довольны ничьей, чуть ли не как победе. В отличие от 1969 года, здесь уже было рукопожатие игроков после матча. А вы помните, кто в итоге стал чемпионом мира? Почему Третьяк был на скамейке запасных? Пишите в комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор следующего матча. До свидания.